Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный шоколадный торт с маковым и заварным кремом «Маковинка». Торт состоит из воздушных шоколадных коржей, нежного заварного крема с маком и мягкой шоколадной глазури. Получается высоким, красивым в разрезе и отлично держит форму. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 19 см, высотой 80 см и весом килограмм 750 граммов. Давайте приготовим. Начнем приготовление с мака. 80 граммов чистого или промытого мака заливаем 300 граммами кипятка. Перемешиваем и оставляем на столе на 15 минут запариться. Через 15 минут перемешайте мак, уберите ложкой пустой мак, который не осел, и слейте с мака воду. Я сливаю через нейлоновый мешочек для отжима, также воду можно слить через мелкое сито или марлю. В 300 граммов сгущенного молока добавляем щепотку соли и 3 яйца. Перемешиваем до однородного состояния. Обязательно используйте качественное сгущенное молоко, в состав которого входит только цельное молоко и сахар. Добавляем 60 граммов кукурузного крахмала и перемешиваем до образования однородной массы. При желании кукурузный крахмал можно заменить пшеничной мукой. Добавляем 400 граммов или миллилитров молока и перемешиваем до однородного состояния. Добавляем распаренный мак, перемешиваем и ставим вариться на плиту. Варим на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой. Как только масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик. И постоянно перемешивая, доводим массу до кипения. Когда масса закипит, делаем огонь минимальным и на маленьком огне провариваем массу в течение 1 минуты. Готовая заварная основа по консистенции должна быть густой. Перекладываем заварную основу в чистую сухую чашу, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. Приготовим шоколадные коржи для торта. В чашу вливаем 2 яйца и добавляем щепотку соли, 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахара. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 70 граммов или 7 столовых ложек растительного масла, 30 граммов или 2 полные столовые ложки молока комнатной температуры, 70 граммов или 2 полные столовые ложки сгущенного молока, 8 граммов или 1 полную чайную ложку соды. Перемешиваем до образования однородной массы. Рассеивая, добавляем 160 граммов или 8 столовых ложек без верха пшеничной муки, 40 граммов или 4 столовые ложки без верха какао. Замешиваем силиконовой лопаткой мягкое эластичное тесто. Добавляем 12 граммов или 1 столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем, реакция уксуса должна полностью прекратиться. При желании 1 столовую ложку 9% уксуса можно заменить 2 столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Вот такое получается тесто, оно медленно ленточкой стекает с лопатки. Делим тесто на 4 равные части, если вы взвешиваете на весах, то получается по 150 граммов на 1 корж. С обратной стороны пергаментной бумаги рисуем маркером круг диаметром 21 см. Перекладываем 1/4 часть теста на пергаментную бумагу и равномерно распределяем тесто на пергаментной бумаге по кругу. Перекладываем пергаментную бумагу с тестом на противень и убираем выпекаться в заранее разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов Цельсия до готовности. У меня 1 корж выпекается 5 минут. Готовность коржа проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если палочка выходит сухой, значит корж готов. Пересушивать корж не надо. Накрываем корж пергаментной бумагой, решеткой и переворачиваем. Снимаем пергаментную бумагу, на которой корж выпекался, и оставляем корж остывать. Пока один корж выпекается в духовке, подготавливаем другой для выпекания. И таким образом выпекаем все 4 коржа. Остывшие коржи обрезаем по форме диаметром 19 см. Часть обрезанных кусочков оставляем и будем использовать для обсыпки краев торта. Доделаем крем. К 180 граммам мягкого сливочного масла для удобства нарезаем его небольшими кусочками, добавляем 5 граммов ванилина или 20 граммов ванильного сахара. Взбиваем на максимальных оборотах миксера примерно 2-3 минуты в зависимости, какой мощности у вас миксер. Хорошо взбитое сливочное масло должно стать светлым и воздушным. Заварную основу также взбейте миксером, чтобы она стала нежной и воздушной. Добавляем в взбитое сливочное масло треть заварной основы и хорошо взбиваем миксером до однородного и воздушного состояния.
Таким образом, в 3 этапа объединяем заварную основу со взбитым сливочным маслом. Чтобы крем не расслаивался при взбивании, сливочное масло и заварная основа должны быть одной комнатной температуры. Крем готов, он очень вкусный, в охлажденном виде отлично держит форму и при этом очень нежный. Отложите 100 граммов или 2 столовые ложки крема, этим кремом в конце обмажем бока торта, а пока уберите его в холодильник. Сформируем торт, выкладываем первый корж на тарелку, устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. Делим визуально крем на 3 части и покрываем корж 1/3 частью крема. Крем равномерно разравниваем. На крем выкладываем второй корж, корж слегка придавливаем. Корж равномерно покрываем 1/3 частью крема. И таким образом формируем торт из 4 коржей и 3 слоев крема. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться и стабилизироваться минимум на 5-6 часов. Я обычно убираю на ночь. Охлажденный торт покроем шоколадной глазурью. 60 граммов или миллилитров молока и 40 граммов сливочного масла нагреем в микроволновой печи или в сотейнике на плите до горячего состояния. В горячее молоко с маслом высыпаем 100 граммов измельченного темного шоколада с содержанием какао 50%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт молоком. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял, и хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Глазурь готова, равномерно покройте шоколадной глазурью торт сверху. Если на поверхности глазури есть небольшие пузырьки воздуха, их можно аккуратно проткнуть деревянной палочкой. Убираем торт в холодильник до полного застывания глазури примерно на 20-30 минут. Когда глазурь застынет, освобождаем торт от формы ацетатной пленки. Обмазываем бока торта ранее отложенным кремом. Обрезанные края от коржей измельчаем в блендере в крошку и обсыпаем крошкой бока торта. Слегка посыпаем крошкой торт сверху по краю и украшаем бисерной посыпкой для торта. Торт готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить. Торт очень вкусный и нежный, в меру сладкий. Надеюсь, он вам непременно понравится. Готовьте с удовольствием.